цикличном путешествии по миру существует постоянный поиск смысла. В этом путешествии мы пытаемся понять не только то, что находится перед нами, но и саму суть жизни. Погружаясь в глубины бытия, мы стремимся разгадать тайны, которыми пронизано наше путешествие, и обнаруживаем, что жизнь в своей простоте и одновременно сложности сама является ключом к разгадке секретов Вселенной. В спешке повседневной жизни мы часто теряемся в обыденных деталях, забывая оценить тонкую красоту, которая пронизывает каждый момент. Поэтому сегодня я хочу предложить вам более философское путешествие о том, как жить осознанно и как это может стать ключом к разгадке Вселенной. Философия осознанной жизни предлагает изменить перспективу, приглашая нас присутствовать при каждом вдохе и каждом шаге на пути. Признание важности каждого опыта позволяет нам обнаружить, что жизнь, прожитая осознанно, открывает порталы к более глубокому пониманию и связи с окружающей нас Вселенной. Искусство настоящего присутствия заключается в том, чтобы впитывать существование с благодарностью. Связь с настоящим моментом становится ключом, открывающим дверь к более глубокому пониманию себя и Вселенной, которую мы разделяем. В этом путешествии самоанализа мы обнаруживаем, что жизнь — это не просто череда событий. Это череда переживаний, каждая из которых вносит свой вклад в богатство нашего бытия. Ключ к открытию Вселенной лежит в полном принятии настоящего, полном погружении в опыт и постоянном поиске внутренней истины, которая преодолевает ограничения времени и пространства. Все начинается с того, как мы выбираем свою жизнь. С каждым осознанным шагом мы открываем новые понимания, открывая красоту, которая находится не только в далеких звездах, но и в самой сущности здесь и сейчас. На пути к более глубокому пониманию бытия мы сталкиваемся с социальными парадигмами, которые определяют наше взаимодействие и восприятие. Поэтому давайте немного подробнее разберемся в природе этих социальных ярлыков и в том, как они влияют на наш поиск смысла. В обществе появляются ярлыки и категории, которые пытаются определить, кто мы такие и каково наше место в мире. Часто это упрощенные попытки понять всю сложность каждого человека. Например, когда мы навешиваем на людей ярлыки успешных или неуспешных, мы теряем из виду истинную сущность, которая живет в каждом человеке. Ведь кто диктует, что такое успех или неудача? У каждого своя точка зрения и своя суть, и мы не можем навешивать на людей ярлыки, основываясь только на своих взглядах. И именно здесь возникает необходимость в деконструкции этих социальных парадигм. Вместо того, чтобы быть связанными поверхностными определениями, путешествие к более глубокому пониманию существования побуждает нас выйти за пределы этих ограничений. Именно поэтому в самом начале я сказал, что все начинается с того, как мы выбираем жить. Ключ к открытию Вселенной не в подгонке под категории, а в исследовании уникальности нашего человеческого опыта, жизни в настоящем, здесь и сейчас. Разрушая социальные ярлыки, мы освобождаем место для более аутентичной жизни. Эта философия жизни предполагает, что подлинная аутентичность может быть достигнута только тогда, когда мы освобождаемся от чужих ожиданий и принимаем себя такими, какие мы есть на самом деле. Это путешествие самопознания, неразрывно связанное с поиском более глубокого понимания нашей сущности и Вселенной. Подлинная жизнь не довольствуется поверхностными ярлыками, она погружается в самые глубокие слои нашей личности, признавая, что настоящая подлинность — это непрерывный путь самоисследования и роста. Ключ к аутентичности лежит в полном принятии уникальности каждого путешествия. Каждый из нас — уникальное проявление Вселенной, и именно в аутентичности нашего путешествия мы находим ответы, которые ищем. Подлинная жизнь неразрывно связана с реализацией нашего основного предназначения. Она представляет собой смелость снять с себя слои социальных условностей и принять внутреннюю правду, которая живет внутри нас. В мире, который часто формируется внешними ожиданиями, жить аутентично — это революционный способ отношения к собственному существованию. Это как открытие нового «я», причем не только для других, но и для себя. Когда мы осмеливаемся быть верными себе, мы запускаем серию событий, которые приводят нас в гармонию со Вселенной. Ключ к этой связи — полное принятие того, кто мы есть, и именно в этом путешествии мы исследуем суть нашего присутствия и суть жизни.
Ум, часто захваченный заботами о прошлом или тревогами о будущем, упускает богатство настоящего. Быть настоящим — это не просто добродетель, а философия, которая связывает нас со всей полнотой существования. Глубоко погружаясь в настоящее, мы преодолеваем иллюзию линейного времени. Каждый момент становится возможностью для созерцания и оценки, открывая сложность и красоту, присущие жизни. Это то, что приглашает нас замедлиться, наслаждаться каждым опытом, как если бы он был уникальным, потому что именно в настоящем мы открываем для себя полноту существования. Именно в этом присутствии, здесь и сейчас, мы открываем для себя суть жизни. Это понимание того, что каждый вдох, каждый удар сердца — это уникальное выражение сущности Вселенной. Более того, именно в этом присутствии мы обнаруживаем, что истинное богатство кроется не во внешних достижениях, а в интимной связи с жизнью, которая течет внутри и вокруг нас. Ведь жизнь есть во всем. Именно это полное осознание настоящего освобождает нас от уз прошлого и тревог будущего, позволяя раскрыть весь наш потенциал. Итак, ключ к открытию Вселенной снова лежит в простоте настоящего момента. Каждый момент, прожитый с полным осознанием, это шаг к более глубокому пониманию существования. Но я верю, что это непрерывное путешествие между бытием и Вселенной. Жизнь в настоящем моменте — это глубокое погружение в тотальность каждого мгновения. Это означает признание каждого момента как уникального дара. Так как же мы можем полноценно жить в настоящем? Я считаю, что ответ можно найти в практике осознанности, в осознании дыхания, которое наполняет наши легкие, и в текстурах и ароматах, которыми наполнено наше окружение. Потому что, когда мы немного замедляем нашу рутину, спешку повседневной жизни, мы обнаруживаем, что истинное удовлетворение приходит не от непрерывного поиска следующего момента, а от полной капитуляции перед настоящим моментом. Когда мы живем настоящим, мы устанавливаем священную связь с окружающей нас Вселенной, ведь именно в простоте настоящего момента мы находим универсальный язык существования. Мало того, жизнь в настоящем приводит нас к более глубокой связи с Божественным. Бог, или то проявление священного, которое мы выбираем признать, открывается в полном принятии жизни, такой, какая она есть. Принимая каждый момент с благодарностью, мы становимся сознательными сотворцами в просторах Вселенной. Поэтому, пожалуйста, помните, живя в настоящем моменте, мы подключаемся не только к богатству бытия, но и к огромной Вселенной, которая приветствует нас, и к божественной сущности, пронизывающей все творение. Это связь, которая выходит за пределы физического плана и охватывает метафизическое царство. Здесь каждая мысль, эмоция и намерение формирует энергии, которые ткут ткань Вселенной. Например, манифестация. Это не просто материализация наших желаний, это сознательное сотворчество с космическими силами. В этом метафизическом царстве подлинность становится алхимией, превращающей мечты в реальность. Вот почему я говорю в этих видео, что мы являемся активными сотворцами. Но не только это, мы активные сотворцы, создающие нашу реальность посредством слияния нашего аутентичного существа с тонкими потоками Вселенной. Манифестация и божественная связь — неразрывные звенья. Ключ к этой связи со Вселенной — синхронность между нашей подлинностью и космической энергией невидимых сил. Ведь когда мы принимаем подлинность, мы становимся каналами, по которым течет божественная энергия. Каждое движение, каким бы маленьким оно ни было, отражается в невидимых сферах, создавая гармонию, которая резонирует за пределами видимого глазу. Вот почему ключ к открытию Вселенной — это наше присутствие и подлинность. Связанные с нашей подлинностью, мы можем формировать и быть сформированными тонкой тканью Вселенной, испытывая магию сознательного сотворения. Когда мы полностью присутствуем здесь и сейчас, мы входим в состояние повышенного осознания, где наша энергия настраивается на универсальные вибрации. Наше присутствие улавливает частоты Вселенной, позволяя нам гармонично согласовывать себя с ее силами. Каждый вдох, каждая мысль становится тонким движением, постоянным обменом с космическими течениями. Подобно текущей реке, наша энергия сливается с космическим простором, преодолевая границы индивидуального «я». И именно в настоящий момент мы позволяем своему присутствию стать мостом, соединяющим индивидуальную энергию с универсальной,
осознавая, что мы являемся неотъемлемой частью большого целого. В этом состоянии присутствия реальность воспринимается уже не как неизменное повествование, а как постоянно развивающийся сценарий возможностей. И именно здесь мы сталкиваемся с фундаментальным принципом. Важно не фиксировать жизнь, а позволять ей естественно разворачиваться на наших глазах. Это приглашение к пониманию потока существования, где настоящая магия заключается в искусстве позволять жизни идти своим чередом. Иногда мне кажется, что общество часто пытается закрепить нашу жизнь в жестких структурах, полных ярлыков и предопределенных ожиданий. Но важно понимать, что жизнь — это постоянный поток. Позволить жизни течь без установленного контроля — это приглашение к умственной и эмоциональной гибкости. Позволить жизни разворачиваться естественным образом — это не пассивность. Это активная форма участия в создании нашего путешествия, потому что именно тогда мы действительно находимся в гармонии с потоком жизни. И с этой точки зрения мы постигаем искусство позволять и получать. Мы становимся восприимчивыми к благословениям и урокам, которые жизнь преподносит нам на каждом шагу. Я знаю, что в этом потоке жизни есть и взлеты, и падения, и все мы пережили и то, и другое, но этот поток — постоянная движущая сила нашей трансформации. Поэтому постарайтесь понять, что каждый момент уникален, так как это позволяет нам полностью участвовать в потоке жизни без привязанностей и сопротивления. Это жизненно важный элемент гармонии со Вселенной. Я верю, что в конечном итоге все сводится к внутреннему путешествию. Присутствие, подлинность, течение жизни, связь с Божественным и Вселенной. Все дело во внутреннем путешествии и самопознании. Если задуматься, то заглянуть внутрь себя значит раскрыть секреты, которые Вселенная нашептывает с каждым вздохом. Наша подлинность — это нечто единичное, уникальное, что вносит свой вклад во всю Вселенную, уникальное и божественное выражение. Это не путешествие по внешнему миру, а сокровенное путешествие к полному принятию того, кто мы есть. И даже зная, что это внутреннее путешествие, важно понимать, что подлинная жизнь — это не стремление к совершенству, а празднование даже наших несовершенств. Это глубокое погружение в сложность самого себя, принятие каждого шрама как страницы в уникальном повествовании о нашем существовании. Здесь нет никаких предопределенных стандартов, только свобода быть теми, кто мы есть, танцевать в ритме наших собственных истин. Каждая слезинка, каждый смех, каждая неудача и триумф составляют уникальную сущность, которая и есть наша жизнь. Итак, завершая это путешествие, я приглашаю вас принять философию осознанной жизни. И, пожалуйста, помните, что самая чистая и прекрасная связь со Вселенной и Божественным находится в самой сути, здесь и сейчас. Спасибо, что отправились в это путешествие вместе со мной. Если это видео вызвало у вас отклик, я приглашаю вас поставить лайк и подписаться на наш канал, поделиться этим видео с другими, чтобы они могли извлечь пользу из этого послания. И не забудьте оставить комментарий ниже, поделившись своими мыслями, размышлениями и опытом. Еще раз спасибо за просмотр и за то, что присоединились ко мне. Берегите себя и до скорой встречи.